День добрый. Да, Кировская? Да, Кировск. Поехали. Краснофлотская 8. 8. Угу. Пристегнетесь? Да, обязательно. Блин, я маску забыл одеть. У меня же маска. маска. Сейчас же надо. Да, вообще таксистам обязательно. Что-то Всем, да. Я только вышел, вы у меня первый сегодня. Я что-то это слово. Вообще чувствую какой-то знакомый запах детства. Курили только что? Да, ну не, конечно. Точно? Не употребляем. Так. Ну ладно тогда, извините. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье. Просто я сам плохо вижу и хорошо нюхаю. На компенсация за этот самый. Я бы вот за это еще хотел лучше заехать в магазинчик, вот здесь 5 можно будет, а? Ну только если быстро. Я быстро сейчас захвачу себе пивка, возьму себе на дорожку. Ну, в смысле, с собой. Вот. А то здесь нет ничего такого. Да, ехать-то нам 50 километров. Далеко ехать еще надо. А как так может запах? Ну ладно, это ладно. Не, ну я чувствую просто, что пахнет. Знаете, как в анекдоте. Что-то, типа, соседи жалуются, что у вас здесь тряпками сжёными пахнет, и все время смех какой-то дебильный. Что вы здесь делаете? Тряпки ждем, смеемся, блядь. Вот такой. Сейчас я быстренько прям добегу. Так. Хорошо. Ну только, чтобы я ожидания не ставил, просто 2 Нет, я минуты. сейчас что-то 2 минуты. Да, хорошо. А запах-то реально есть. Такой типа. И этот запах я не спутаю ни с чем. Заказ отменен. Это что такое? Прекрасно, блядь, прекрасно. Заказ отменил пассажир. Ну как так, а? Может, глюк какой? Жесткач какой-то. А вы Так, зачем заказ отменили? а так вот, сейчас посмотрим. О, ну это, наверное, случайно вышло. Да какая разница, я все равно могу наличкой оплатить. Так Какая нет, разница? ну у вас наличные-то и стояли, но разница такая, что... Ну, едем и все, приедем по месту, оплачиваю все сразу. Ну, это все понятно. Но бывают просто моменты такие. Смотрите, сейчас у вас 61 Ну, рубль. пускай что-то тут проехали 100 метров, 200-300 там, да. Ну, Как, ну, она отклонилась. Так давайте, хорошо, я сейчас отдаю вам эту мелочь. И просто доедем до места, я оплачу все остальное. Какая проблема? Ну, проблем нет уже. Просто ехать сами знаете куда. не, ну смотрите, просто я объясню, история какая может быть, да? Мы доедем, как бы, а денег я не увижу. Вы их деньги положите, ну, или дайте мне деньги просто. Вот. Да, а как получится, если что-то в машине, не дай бог, случится, или там, еще что-то? Там было 1000 с чем-то. Там да. 1168 минус 1100 рублей. Ну, вот так я оплачу ее. Только надо, главное, доехать. Нет, это понятно, но как я потом, если коснись какая ситуация произойдет, ну, как я потом, ну, если вы меня... Да, это все нормально. Так не, ну, представьте себе, 50 километров ехать, а у вас там какая-то, ну, не знаю, там денег не будет или еще. Я же не знаю, например, есть у вас эти деньги? Нет, вы мне просто хотя бы покажите их, что они у вас есть, и мы поедем. Да, ну, это бред какой-то. Какая разница? Доедем, я оплачу. Едем до места. У вас нет разницы, а у меня есть разница, понимаете? Я потом не смогу никак доказать, что мы с вами совершали эту поездку, если коснись какая-то ситуация произойдет, понимаете? Она у вас вот там случайно, не случайно, уж я не знаю, закрылась, да? И получается так, что... Я сейчас, может, просто оплачиваю, я не знаю, она там отменилась. Ну... Но в этом нету проблем. Какая проблема может быть? Объясняю, мы доезжаем... Я слышу, да, и я мы доезжаем, а денег нет. Нет, такого не может быть. Нет, такого не может быть. Я еду к себе на адрес. Это у вас домой. такого не может быть, а я в такси работаю 3 года. У меня такое бывало, скажем так. И вообще это популярная, ну, такая достаточно популярная тематика на дальние поездки. Я зарекся ехать на дальние поездки. Вообще, на самом деле, да. Вот, а сейчас еще такая, ну, за налик
на дальние поездки я обычно прошу заплатить заранее. А сейчас еще такая ситуация возникла, да, что Ну, вы как бы отменили обычно поездку, и я даже не докажу никак, что эта поездка была. Если коснись чего, у вас денег не будет или еще, я проеду бесплатно. А мне еще обратно бесплатно ехать. Я и так не очень, ну, скажем так... Я вас понимаю. Сейчас но просто смысл- нет работы, посмотрите, пустые улицы. Я Ну, обычно такие кого заказы вы- не беру, потому что обратно из Кировска я поеду пустой, понимаете? Ну, нет, не нет, будет нет. у меня Ну, я заказов. же оплачу И я там, 50 не по километров. месту. А Блин, представляете, как вы- какие риски? я А риски представляю, а если какие? вы меня сейчас там что-то, не дай бог, сломается машина или еще что-то, что меня высадит там, блин, где посреди поля этого, и я что буду тогда делать-то? Ну, я вам вызову машину Так лучше поехали просто. и другую. всё. Так нет, мы поедем просто, если вы мне хотя бы деньги покажете, что они у вас есть. А как, ну вот мы сейчас едем, я не прошу ничего сверхъестественного. В общем, что, пустой разговор, да? Ну, почему пустой разговор? Покажите мы деньги, едем, и мы мы поедем. едем. Ну, если у вас есть деньги на оплату, вы можете мне их показать? В чем сложность, я понять не могу. Вы мне объясните. У вас закрылась, она не по моей причине закрылась, да, это вот Ладно, поездка? всё, я уже вас слышу. Не, ну так и чего? Красавчик. Нормальный? Взял такой, да? Вот люди. Одно сплошное наеб вокруг. Машин нет, вообще пусто. Просто пусто. Людей нет, работы с Голькин хрен. И то пытаются тебя развести, обмануть. И просто, будем говорить откровенно, я, блядь, стараюсь от таких людей держаться вот максимально на предварительной оплате, да. От него пахнет травой, не знаю чем уже. Он закрыл поездку, мы доедем, он скажет: ой, бля, там, подожди, я приду там куда-то, сквозанул, да, я за ним что, бегать буду там по полям, по лесам в этом Кировске. И в итоге, я потом буду звонить в Яндекс и доказывать, что у меня была поездка. Да, блядь, во-первых, меня Яндекс за то, что я поеду до Кировска. И сейчас поездка прервалась. Но она прервалась по вине пассажира, но все равно. Я позвоню, скажу: знаете, в итоге пассажир должен был заслать мне наличные, но он меня кинул. Это бред какой-то, блядь. Я не смогу никак доказать, что эта поездка была. И деньги показать он тоже не хочет, блядь. Ну вообще красота. Просто красота. А напишите-ка, правильно я сделал или нет? Или я просто жадный козлина, который просто не верит людям. Вот напишите мне. Мне вот очень интересно, вот по данной ситуации правильно я поступил или нет? Или нужно было его, несмотря ни на что, вести, а потом будь что будет, типа, да, и похер веники. Запах, кстати, до сих пор стоит. Я, блядь, ну... Не знаю. Я думаю, что я правильно поступил. В рот компот. Уж лучше я без этого косаря буду. Но... Соответственно... Ладно. Напишите.